Всем привет, на связи Василий, и сегодня я расскажу про замечательный пляж Баланган. Он располагается на юго-западном побережье Бали, на полуострове Букит-Джимбаран. Этот пляж считается одним из лучших мест для серфинга на Бали. Немного истории про этот пляж. Название он получил от одноименной деревни, находящейся неподалеку. Про него совсем недавно никто не знал. Пляж находился, как и милости, за скалами. Местные жители сюда не ходили. И вот однажды австралийские серферы с воды увидели этот белоснежный пляж. Они приплыли сюда на лодках и были впечатлены волнами. Поэтому они потом нашли дорогу с берега. До сих пор пляж пользуется популярностью в основном у серферов. Хотя и обычные туристы тоже обратили на него внимание. Но все же пляж не стал популярным. Здесь обычно очень мало людей, и на это есть несколько причин. Во-первых, здесь не поплаваешь. Все-таки люди, которые приезжают на пляж, кроме загорания, хотят еще искупаться. Да, тут есть несколько мест, где можно окунуться, но их совсем немного. На отливе плавать просто опасно. Под вами острые камни, кораллы и живность вроде морских ежей и змей. А на приливе волны могут доходить до берега. Если вы будете плавать и вас накроет такой волной, то мало не покажется. Я приезжал сюда поплавать и не смог даже зайти в воду. Настолько здесь сильно качает в прилив. Здесь есть такие деревянные лачуги. Это кафешки, где можно посидеть, поесть, полюбоваться волнами. Как и на многих пляжах, есть несколько мест, где можно арендовать доску для серфинга. Также есть лежаки. Размеры пляжа следующие. Длина около 700 метров, а ширина около 15. Скорее всего, невысокая популярность пляжа, а также его небольшие размеры и привели к тому, что пляж до сих пор не застраивается. Въезд на пляж бесплатный. Даже за парковку я тут ни разу не платил. Это место не является поистине туристическим. В основном здесь тусуются серферы-долгожители. Что интересно, вы можете здесь арендовать комнату в одном из этих зданий на берегу за совсем скромные деньги. Поищите на букинге и будьте приятно удивлены. Пляж интересный, он закрыт со всех сторон скалами. Вода здесь больше не голубая, а сапфировая из-за кораллов, камней и водорослей. Очень интересный цвет. Песок на пляже – это все те же кораллы, ракушки, перемолотые океаном, и при рассмотрении видно, что песок состоит из таких полированных гранул. Ходить здесь очень неудобно, постоянно утопаешь, как будто ходишь по зыбучим пескам. Почти все дно здесь – это застывшая лава, оставшаяся после того, как сформировался остров. Из-за этого здесь есть такие как бы ванны. Кроме того, дно усеяно различными ракушками, кораллами, водорослями. Будьте аккуратны и смотрите, куда наступаете. В расщелинах здесь живут морские ежи, морские звезды, а также я встречал морских змей. Пляж Баланган очень подходит для того, чтобы погулять здесь и поисследовать, порассматривать местную подводную жизнь. Именно отлив обнажает всю эту живность. Я чувствую себя здесь первооткрывателем, просто хожу и смотрю. Видно то морской огурец, то странной формы морскую звезду. Какие-то водоросли, похожие на грибы или не знаю что. А вот морская звезда. И вот еще одна, тут их дофига. Вот креветочка, видите? Роет себе ямку. Здесь вообще надо наступать аккуратней, можно на змею морскую наткнуться. Морские звезды опять какие-то странные, с щупальцами. Это коралл похож на мозги. Прикольно выглядит. А что по поводу серфинга? Ну, волны здесь большие и быстрые, а рифы острые, поэтому если вы новичок, то я вам крайне не рекомендую сюда соваться в первые 1,5 года обучения. Тут действительно можно серьезно пораниться и воды наглотаться. Ну, если вы уже хорошо серфите, то должны были слышать про это легендарное место. Я сверху посмотрел на волны, находящиеся в стороне от основной точки, и даже здесь мне они не понравились, потому что, стартуя в довольно безопасном месте, ты приезжаешь в место, где волна вырастает и закрывается практически у берега, не оставляя тебе никакого места для маневров. Здесь можно как удариться о дно, благо оно песчаное, так и поломать свою доску. Удовольствие не из приятных. Вроде как на этом пляже можно серфить в отлив, когда волны небольшие и не такие быстрые. Но все же, на мой взгляд, для новичков есть более удачные места.
А еще здесь есть секретное местечко, которое находится вот там за скалой. Но туда можно попасть только в отлив. И как раз сейчас время, можно пройти туда и посмотреть. Зацените, какие здесь обвалы. Вон та штука скоро упадет, мне кажется. Грандиозная штука. Вон чувачки рыбачат. Добраться в это место можно только в отлив. В прилив проход будет закрыт. Вообще, если вы пришли в это место, то смотрите в оба глаза, чтобы не оказаться закрытыми здесь поднимающейся водой. Здесь можно увидеть рыбы, которые оказались в ловушке. Когда вода ушла, рыбы остались в таких вот ваннах. Такой импровизированный аквариум. В этих ваннах как раз и можно поплавать с прекрасным видом и в тишине. Обычно здесь немноголюдно, никто вам не помешает. Когда я здесь был последний раз, здесь были нудисты, девочки из России, которые ходили здесь топлес. Еще есть вот такая пещерка, где можно спрятаться от палящего солнца. Только сверху постоянно капает вода. Прям как в настоящих пещерах. Это такое уединенное место, где можно спокойно позаниматься йогой или отдохнуть. Зацените. О, здоровая штука. Прикольное местечко. Но здесь шумно. Постоянно слышно шум волн. Не очень приятно. Слишком громко. Так, ну мне сегодня повезло, никого нету. Я тут один, практически не считая двух серферов. Но они заняты своим делом. Дорогой друг, если ты досмотрел до этого момента, то скорее всего видео тебе нравится. Поэтому поддержи меня, поставь лайк. А еще напиши в комментариях, на какую тему ты хотел бы увидеть видео. Я постараюсь записать его для тебя. Я сейчас приехал на такое популярное место для съемки закатов. Это Баланган Клифф. Отсюда открывается замечательный вид, как солнце садится в океан. Это одно из самых лучших мест здесь в округе, чтобы посмотреть закат. И отсюда, кстати, с этой смотровой площадки открывается замечательный вид на сам пляж Баланган, а также на соседние пляжи. Здесь была такая история, что парень делал селфи вот здесь, в этом месте. Ну и подскользнулся и упал он туда. И разбился насмерть. Раньше, когда Бали был открыт, в этом месте было не протолкнуться из-за свадебных фотосессий. Реально где-то по 5-7 пар фотографировалось одновременно. Один раз я здесь застал целую свадебную церемонию со священником, гостями. Женилась местная девушка и австралиец. Отсюда открывается потрясающий вид на сам пляж и на закат. Видно красивые волны, соседние пляжи и коралловый риф на пляже. А еще можно понаблюдать за людьми, которые собрались на берегу, а также за серферами. Сегодня суббота и пришло очень много людей. Вообще, это место пустым практически никогда не бывает на закате. Местные ребята притащили сюда гриль, гитары и расслабляются как могут. Давайте возьмем дрон и полетаем. Я взлетал несколько раз, один раз днем, один раз уже после заката.
А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрел это видео. Поставь лайк, поделись видео в соцсетях. Подпишись на канал, если еще этого не сделал. И увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.